Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Друзья, сегодня мы с вами уделим внимание 20 марта, потому что это не просто день, друзья, у нас в этот день наступает равноденствие. И это очень важная дата, которая знаменует начало нового зодиакального круга, который открывается переходом Солнца из последнего знака зодиака Рыб в созвездие Овна. И это очень мощный день, к которому нужно подготовиться и провести определенные моменты в своей жизни. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк, а в комментарии напишите «Я привлекаю в свою жизнь» и что вы привлекаете. Далее напишите «Я принимаю в свою жизнь» и напишите, что вы готовы принять. И следующее, третье, что обязательно в комментариях к этому видео нужно написать «Я благодарю». Напишите, кого вы благодарите. Очень важно, чтобы вы прописали не только высших сил, Вселенную, ангелов, архангелов, Михаила, но также и всех тех, кто вам помогает развивать. Даже если это ваши враги, ваши недоброжелатели, поблагодарите их, только делайте это с любовью в сердце. И это, друзья, очень важно. Сегодняшнее наше видео будет очень важно, потому что у нас с вами весеннее равноденствие 20 марта. Многие скажут о том, что так, слушайте, так у нас каждый год весеннее равноденствие, зимнее равноденствие. А с чем же у нас это все отличается? Дело в том, что это особенное равноденствие. Это равноденствие именно 2024 года. И планеты так со звездами собрались так, что у нас происходят достаточно сильные изменения. Знаете, это весеннее равноденствие можно назвать, что это равноденствие очищения и избавления от всего темного, негативного, злого, всего того, что пытается разрушить нашу жизнь. И нам с вами очень важно именно это все убрать, потому что если мы не убираем это в материальном плане, то оно у нас с вами и остается на энергетическом уровне. И, соответственно, мы это с вами несем на протяжении достаточно длительного времени. Обращаем ваше внимание, что Вселенная сейчас изменяется. Она производит очистку от того негативного, злого. Да, возможно, многие сейчас проходят очень важные уроки. И вам нужно очень сейчас, в ближайшие полгода, оставаться человеком. Стараться любить себя, любить свое тело, любить свое окружение, видеть только хорошее, доброе, все то, что вас может радовать. К сожалению, многие люди, ввиду того, что их уводят от важного, начинают злиться, начинают ругаться, начинают говорить всякие гадости. Вы должны понимать, что вы таким образом подпитываете вот эту энергию злости, негатива, и вы вовлекаетесь в это, вы подпитываете вот это вот чудовище, оно разрастается, увеличивается, и человек начинает болеть, потому что именно этим энергиям нужно питаться от негативного, от негативных энергий, от злости, от обиды, от слез, от горя, и, соответственно, это все. А нам с вами вот сегодняшняя задача подготовиться к 20 марта и относиться ко всему с радостью. Друзья, у нас с вами Солнце, и в этот день очень важно, чтобы вы благодарили Вселенную, высшие силы, само Солнце за то, что есть в вашей жизни. Даже если вам, возможно, что-то не нравится в вашей жизни, помните о том, что многое зависит от вас самих. Мы неоднократно с вами говорили о том, что каждый из нас это творец, это создатель своей жизни, это архитектор, и каждый из нас строит по кирпичику свою жизнь, свою Вселенную, свой мир. Поэтому очень важно, чтобы вы до 20 марта ни в коем случае не принимали никаких ответственных решений, не начинали ничего нового, никаких важных дел, не подписываем контракты, не совершаем какие-то покупки на какие-то огромные суммы. Также постарайтесь до весеннего равноденствия отдать все свои долги, навести
Порядок. Начните с дома. Наведите порядок везде, где только можно. Во всех шкафах, во всех углах. Уделите внимание обязательно своей кухне. Пройдитесь по крупам, пройдитесь по баночкам, по скляночкам. Все то, что есть на вашей кухне. Помните о том, что кухня у нас с вами отвечает за изобилие, за достаток, за благополучие. И ваша задача убрать вот ту застоявшуюся энергию. Возможно, вы иногда чувствуете, что вы заходите на свою кухню или в свою квартиру, и вы чувствуете какой-то запах, не то ли сырости, не то ли вони, то знаете, это застоявшаяся энергия, которая начинает тянуть. Также очень важно, чтобы вот если у вас есть до 20 и 21 марта будут солнечные дни, обязательно открывайте окна, проветривайте, хотя бы небольшой сквознячок. Если вы живете в странах, где очень еще холодно, еще даже снег не сошел, ну хотя бы на пару минут откройте, чтобы создать сквознячок. Особенно если солнышко, открывайте шторы, пусть наполняется ваш дом, ваша квартира именно солнцем. Солнцем — это достаточно сильная энергия, которая может как созидать, как творить, так и разрушать. Вы сами об этом прекрасно знаете. И наша задача, чтобы солнце нам помогало, чтобы нас зарядило вот этими очень важными энергиями, которые есть во Вселенной. Кроме того, со Вселенной идет сильный поток мощных энергий, именно созидательных. Поэтому, если вам приходят что-то, какие-то мысли, вам идут какие-то подсказки, не бойтесь этого, пожалуйста. Многие игнорируют, боятся, не стоит этого. В вашу жизнь стучится что-то новое, очень важное, продуктивное, прибыльное. И ваша задача не отказываться. Кроме того, друзья, убираем все в своем доме, особенно в шкафах, что у вас лишнее, что вы не носите уже пару месяцев, не носите полгода, год и так далее. Обратите внимание на бытовую технику, на подарки, на какие-то те вещи, которые вам не нужны. Если у вас что-то в доме есть поломанное, разбросанное и так далее, также это все убираем, не стоит. Проверьте все свои углы, постарайтесь по максимуму все помыть, вымыть, выдроить. Это очень важно. Также, если вы живете в частном доме, обязательно сделайте хотя бы такой порядок наведите во дворе. Уделите внимание и на работе, своему рабочему месту или кабинету. Переложите, пересмотрите документы, контракты, счета и так далее, и так далее. Ненужное убираем. Если вот вы не пользуетесь, но эти вам документы нужны, есть такое понятие, как архив, отправляйте в архив, но пусть не болтается и не мешает вам двигаться дальше. Очень важно, чтобы вы очистили свою голову от обид, от негатива, от всего того, что вас отправляет в прошлое. Это могут быть все что угодно. Это могут быть люди, это могут быть отношения, это могут быть обиды и так далее. Поэтому старайтесь это вычищать. Конечно же, это сложно. Если у вас есть какие-то потери, также старайтесь поменьше слез, поменьше горя, потому что это негатив, который мешает вам двигаться дальше. Сейчас обращаем ваше внимание вот даже уже сейчас идет очень многие такие, знаете, такие происходят процессы глобальные и в мире. Мы уже говорили в других видео о том, что это весеннее равноденствие будет влиять не только на каждого человека, но на каждую страну, на нашу планету Земля, на страны, также и на космос. Оно очень важно для нас, потому что оно вскрывает вот ту вонь, гниль, и люди начинают потихонечку, вот именно потихонечку, к сожалению, просыпаться и видеть то, что где хорошо, где плохо. При этом, что самое интересное, те люди, которые еще в феврале 2022 года говорили об одном и били себя в грудь и так далее, сейчас просыпаются, сейчас начинают понимать, осознавать, что они остаются, знаете, если можно сказать, если помните, у нас сказка была Александра Сергеевича Пушкина о том, что бабка осталась с разбитым корытом, да, после всех своих выкрутасов, то многие люди
люди сегодня остаются вообще ни с чем. И это очень важно понимать и осознавать, что те люди, которые несли негатив все это время, к сожалению, их этот негатив и накроет. Знаете, происходит в какой-то степени у нас и самоуничтожение, самоликвидация. Кроме того, в течение следующего полгода-год вы увидите, что многие люди начнут физически уходить. Те люди, которые несут боль, несут горе, которые несут агрессию, и которые несут и другие какие-то негативные моменты, потому что в нашей планете это не нужно. Да, нам навязывают какую-то повестку, которая идет на разрушение, но если мы с вами находимся и в состоянии любви, в состоянии гармонии, не обращаем внимания, мы не привязаны к этим негативным моментам, да, то в таком случае это никак не коснется вас. Даже бывает так, что вы вроде как находитесь в эпицентре каких-то событий, другие люди, что-то с ними происходит, а у вас ничего. И это, девочки и мальчики, неспроста. Также очень важно, чтобы с 17 по 21 марта очень важно, чтобы в вашем доме горел живой огонь. Именно живой огонь. Поэтому зажигайте свечи. Очень хорошо, если вы будете зажигать именно церковные свечи, потому что они больше такие вот живые, они очень важно. Кроме того, очень хорошо, если вы будете зажигать столько свечей, сколько живет у вас в доме или в квартире людей. В том числе считайте и детей. То есть, если семья состоит из, например, 3 человек, да, мама, папа и ребенок, то зажигайте 3 свечи. Просто на кухне это можете сделать, можете в гостиной сделать. Также очень здорово, если вы будете, допустим, зажигать, допустим, в вечернее время хотя бы на 5-10 минут везде включать электрические лампы. Просто включать. И для того, чтобы негатив ни в коем случае не проникал. Потому что любой свет, он сжигает негатив, вот эту тьму, вот это разрушение. Обращаем также на это ваше особое внимание. Также старайтесь провести практики по очищению себя, своего дома, своих близких, родных. Мы неоднократно рассказывали об этих практиках. Они очень важны для каждого человека. Друзья, у нас с вами 20 марта наступит весеннее равноденствие в 10 часов 7 минут по московскому времени. Также у некоторых людей будут эмоции все это время, даже еще и 21 марта зашкаливать. Поэтому ваша задача не принимать это все близко к сердцу. Да, иногда это будет очень сложно, потому что могут возникать какие-то моменты. Далее еще на что стоит вам особо обратить внимание: на свое тело, на свое здоровье. Мы проводим очищение не только своего физического, да, дома, квартиры, машины, уборку делаем во дворе, но и также занимаемся своим телом. Попытайтесь питаться более легкой пищей, насколько, конечно, это для вас возможно. Возможно, какие-то используйте детокс-программу. У каждого это будет свое. Далее, возможно, вам нужно подумать о том, чтобы заниматься своим здоровьем в плане каких-то физических упражнений. Но это не должно быть так, что вы хотите попасть в книгу Гиннесса и готовы все нормы за один день поменять и так далее. Нет, не стоит этого делать. Нужно ко всему относиться с любовью, с радостью, с пониманием, не спеша. Также подумайте о том, возможно, вам пора перейти на более здоровую пищу, потому что наше тело и вот те вибрации, которые идут из космоса, и наше тело начинает, вот клеточки нашего тела начинают видоизменяться. При этом телу нашему надо помочь, кому-то нужно оздоровиться, кому-то нужно по-другому посмотреть на свою жизнь. Очень часто бывает так, что люди могут быть очень агрессивными в это время, поэтому, например, им, возможно, поменьше стоит есть мясо в любом виде и любого. Также, возможно, лучше перейти на каши, больше на овощи, именно зеленые. Опять же, у каждого это свое. Вы сейчас, вот с 17 по 21 марта, вот старайтесь чувствовать свое тело. Да, это сложно, не каждому дано, но вы должны понимать и осознавать, а что хочет
хочет наше тело. Также старайтесь убирать какие-то вредные привычки. Ну, например, вредная привычка — это не только, как мы все думаем о том, что да, это курить или алкоголь. Но даже, например, многие люди очень любят там кофе пить по 5, по 10 чашек в день. Это может быть много употребления сахара искусственного. Это может быть, кто-то любит очень много все острое, перченое и так далее. Старайтесь этого меньше. За один день это сложно сделать. Но ввиду того, что идут такие вот сильные вибрации из космоса, и наше тело хочет перестроиться, ему нужно помочь. Старайтесь меньше, например, если вы очень любите соленое есть, бывают люди, которые вот они могут солить, прямо ложками бросать этой соли и говорить, что ой, ты знаешь, не соленое. А другой человек будет против, говорить, слушай, ну уже пересолено до невозможности. И здесь ваша вот задача стараться перестраиваться. Если у вас, вы планируете какие-то покупать, делать крупные покупки, то начните уже делать это уже после 20 марта, потому что многие моменты могут вот ни с того ни с сего проясниться в вашей жизни, и вы осознаете и будете понимать, что вам нужно, возможно, сделать, убрать и так далее. Кроме того, некоторые люди вот в этот период могут ощущать вот божественную природу мира, и вы можете получить какие-то духовные знания. Поэтому, если ваша задача не бояться этого всего, также приветствуйте солнышко, просите у него обновления, сил, роста, изобилия, удачи. Да, у каждого это будет свое, но не бойтесь этого. Кроме того, именно 20 марта вам нужно обязательно обратить внимание на те знаки, звуки. Почему? Потому что они могут отправлять вам определенный посыл, который для вас действительно будет очень-очень важен. Кроме того, в этот период будьте внимательны к знакам, потому что их нужно уметь правильно расшифровать, и они будут для вас таким вот толчком в вашем развитии. Такая, знаете, вот подсказка, совет от высших сил. У каждого это свое. Через сны также могут приходить определенные советы. Также очень здорово весеннее равноденствие принести весенние цветы. Ну, например, очень хорошо, если вы это сделаете именно цветы в горшках. Например, горшки с тюльпанами, с гиацинтами, с нарциссами. Кроме того, хорошо весеннее равноденствие встречать с круглыми там, пирогами, булочками, с блюдами из свежей зелени. Обратите внимание на орехи, изюм, фрукты. Обратите внимание, что мы вам не говорим о мясе, и это неспроста. Старайтесь убирать этого. Кроме того, в этот период признавайтесь в любви, делайте предложение руки и сердца. Также, если вам вдруг посчастливится познакомиться с любимым человеком или вообще с человеком, знаете, это неспроста. Это человек, который вам поможет в будущем или вас подтолкнет к чему-то, именно в хорошем плане. Возможно, поможет сделать какие-то изменения в вашей жизни. Также не стоит в этот период, мы уже говорили, ссориться, ругаться, выяснять отношения. Наоборот, старайтесь вот эти дни провести в кругу своих близких и родных людей, общаться, приглашать на тот же каравай, да, на какие-то пироги вкусные, общайтесь. Кроме того, вы должны понимать и то, что сейчас очень важно загадывать то, что вы желаете, чего вы хотите. Если у вас желание есть касательно денег, то подумайте о том, что вы хотите, что вы желаете. Да, у каждого это будет свое, но вы должны понимать и то, что если вы желаете и хотите, например, заиметь в этом году квартиру, дом, то вы это можете. Главное, это правильно отправить вот этот энергетический посыл во Вселенную. Вы увидите, что до конца этого года вы сможете это заиметь. Но помните о том, когда вы просто говорите, я хочу иметь дом или иметь квартиру, помните, Вселенная у нас, она немножечко, знаете, не понимает ваше восприятие, поэтому очень важно прописать конкретно. Например, вы хотите иметь квартиру, пропишите, в каком районе, в каком населенном пункте должна быть, какой этаж, сколько комнат, куда должны выходить, сколько балконов, какое отопление, да, вот там много-много нюансов.
дисбаланса, потому что вы один момент не укажете, не проговорите, и в конечном итоге это может привести к дисбалансу. Даже вы сами пишете о том, я просила квартиру, но я думала, мне Вселенная поможет, а оказалось, что я выиграла квартиру однокомнатную. Даже вот так бывает. Вы должны понимать и осознавать, что вы хотите, то вы и получите. Пока вы не научитесь проговаривать, прописывать, Вселенная вас тоже не понимает. То же самое, как, например, вы приходите на работу и вам издают приказ о том, что у вас появились новые обязанности, да, но если они не прописаны, вы не понимаете, что вы будете делать. Вот так и здесь в жизни. Кроме того, вот эти дни проводите радостно, весело, с улыбкой на лице. Говорите слова благодарности. Вот просто вы идете по улице, скажите «благодарю, солнышко», «благодарю родным, близким людям». Не бойтесь этого, это очень сейчас будет важно. И тогда для вас следующий период нашего года пройдет для вас достаточно удачно, легко, весело, только с хорошими моментами в жизни. Помните о том, что вы сами строите свою жизнь. Помните об этом. Итак, друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео, в комментарии обязательно пропишите слова благодарности, также что вы желаете и хотите, это очень важно. Но прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.